В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы находимся на китайском сервере. У нас здесь 35-й день сезона. Это значит, что вторая неделя континентального испытания подходит к концу. И наконец-таки мы сможем узнать, а появились ли какие-то новые команды, помимо команды Яда, здесь на боссах. До конца дня у нас в Китае здесь до подсчета 4 часа осталось и 9 минут. И все игроки топовые, как минимум, уже отбили. Разница здесь очень большая, видим первое место 5 миллиардов почти, а дальше уже даже 4 нету и быстро скатывается. Ну потому что у нас сервер довольно-таки загибающийся, он уже несколько сезонов пережил слияние, но при этом игроков становится все меньше. И для сравнения я покажу вам первую неделю, сколько у нас человек отбило. У нас отбило 89 человек. Не самый плохой показатель, но все равно довольно-таки слабенький, учитывая, что я практически пустым аккаунтом здесь на 17 месте нахожусь. Но это все не по теме. Давайте смотреть. Первое место, почти 5 миллиардов. Здесь у нас команда разъедания почти 2 миллиарда набила. Ничего себе, в компании с Маштуром, причем без пробуждений. Видим, что здесь 68 ускорения у него и больше ничего особенного. Просто Маштур. Сецидис плюс 5. Великолепно одета, 6200 почти атаки и почти 300% крит урона. И особенностей там не было никаких. Рук у нас 391 крит урон процент и 23 ускорения. То есть, у него еще перчатка. Это новая перчатка, которая в итоге в сумме дает 40 ускорения. Это значит, что как минимум один дополнительный удар он делает. Интересненько. Сакридея. На раздаче атаки, как можно больше атаки выкрутил, но не забыл про урон. И Рейта. Рейта у нас 160 сопротивления, не знаю, специально он собирал, либо это просто так совпало, похоже на то, что так совпало. Так как у Филта там сопротивляться нечему, они там ослабления не накладывают. Ускорение 29. И, кстати, атаки 4600, и он ее раздает. Интересненько. Кот с пробужденными талантами, 4 штуки. Следующая команда, 1 300 000 000. А вот и неустрашимые, которых оставили без Маштура. Здесь у нас глубинный дар, и есть, причем 5-е пробуждение, обращу внимание. Есть у меня подозрение, что эта команда основана на замедлении противника. Лосение, кто знает, кто не знает, на, по-моему, 4-й и 8-й ход, то есть использование абсолютного навыка, призывает сначала Хахадира, потом Люсьена себе в помощь. И возможно, что глубинный дар этого делать не дает. Кульвида плюс 4 на раздаче атаки, обычная Кульвида, и кукла наша тоже обычная, крит урон и атака на максимум. Настенка плюс 2, атаки побольше и крит урона тоже неплохо. На раздаче атаки глубинный дар. У него здесь есть сопротивление, кстати. Много ускорения 98 и очень много точности. Таривол у нас на скорость атаки и очень много крит шанса. То есть обычный Таривол, обычный. И Джин тоже 4 талантами. Здесь у него атака, защита. Не стал он менять, кстати, талант на игнорирование защиты. Что ж, очень неплохо. Давайте смотреть третьего босса. Вот у нас новая команда Яда, и здесь у нас есть Лотер. Причем Лотер на плюс 2. С Твичом и с Лавкачом, но Лавкач без артефакта, с артефактом было бы еще больше. Здесь у него 478 просвещенности, 4000 атаки, 100, обращу внимание, точности всего лишь достаточно. Так, Твич у нас одет как обычно, единственное, что вспомогательная у него функция на раздачу атаки и на увеличение урона от мастерства. Лотер у нас, к сожалению, перекочевал функцию героя поддержки. Он здесь у нас в сете кукольника, а я думал, на уроне стоит. Нет, к сожалению. Не, понятно, что он урона неплохо добавляет в команду, но все равно основной урон наносит наша новая эксклюзивка. И Лотер здесь чисто на подтанцовке, как, например, Фридгунда. И Агок у нас здесь с посохом. Ну, в принципе, все. Очень много атаки и очень много просвещенности. Ну, ускорение тоже, кстати, неплохо. Так, здесь у него дракончик, он его еще пробудить не успел. Учитывая вот эту новую эксклюзивку, да, и урон, который они наносят, вполне уже можно пробуждать дракона. Следующим. Итак, команда номер 4. Здесь бил Виктора. И у нас здесь Билдель на плюс 5, 186 крит шанс, 4600. Мифик на количество ослаблений. Он не переданный, он уже выбитый в этом сезоне на крит шанс.
На атаке 4600, кстати, маловато. Обычно под 6000 уже собирают, но здесь нет. Здесь слабенькое снаряжение. И если получится выбить получше, да, то я думаю, что будет урон повыше. Но все равно неплохо, 650 почти. Здесь у нас шина, она у нас на раздачу атаки, как всегда. Разлома у нее, естественно, нету, потому что здесь эту функцию выполняет Этерил. Этерил у нас с ракушкой. Ну и тоже вспомогательная функция у нее, то есть урон здесь основной, естественно, наносит весь. Здесь даже просвещенность вообще не собрана. Здесь у нас урон наносит весь Билдель. Ну и помогает Фридгунда. 165% крит шанса, очень неплохо на заливке. С этим кукольник. Плюс 3. И Филосия. Филосия 520. Сопротивление. 520. Она его раздает. Очередной босс через сопротивление. Печально. Ну хотя бы, по-моему, контроля там нету. Или есть. По-моему, добавили туда контроль. То есть не только ослабление, по-моему, там контроль есть. Ладно. Джина он использовал. И второе место. 3700, то есть 1 200 000 разница. Здесь такая же команда. Сецидис, кстати, тоже плюс 5. Но урон, ух, ничего себе. Заметно хуже. Так. Неустрашимыми он ударил Эргандера. Причем тоже с глубинным даром. Урона, кстати, похуже, да, поменьше. 938. Но это сделал не просто так, а потому что у него здесь 1 000 000 на Лосене. И здесь у нас, естественно, я так понимаю, аура будет. Ну, сейчас увидим. Кукла у нас обычная. 5200, атаки 280. Настенка обычная. Максимум в атаку плюс урон. Таривол обычный. А нет, не совсем обычный. Он здесь крит шанс вообще не собирал. Он уперся именно в атаку. 5000 атаки сделал. Кульвида у нас здесь 5000 атаки. Ну, в принципе, все. Как обычно на разломе у нас здесь. И глубинный дар. 63 ускорения, то есть меньше. Но он поставил часы. И Джин с пробужденными 5 талантами. Ничего себе. Лосенья. А вот и, собственно, команда ауры. Здесь у нас Аннелизис. Вроде бы ничего необычного. 49 ускорения. Таресия у нас здесь 3000 атаки, 306 крит урона. Неплохо. Дафна. Ой, Дафна. Дианта. Ну, просто в урон. И вспомогательная вот эта функция, да. Линкас. Очень много атаки. Раздача атаки. И Ацилия. 30 ускорения, 347 просвещенности. В общем, ничего такого. Кот. Вообще для ауры маловато. Урон 1 000 000, да, казалось бы. Они у нас на последних были поинтереснее играли. Но это китайцы, да. Мы, я думаю, что выжмем побольше. Как всегда, 402. Хотя не всегда у нас так получается. Побольше я имею в виду. 426. Команда с Латером. Латер здесь тоже. Кстати, кукольника. Дракончик слабенький. Ну, 426, да. Это что-то совсем мало. Третье место. Здесь у нас рук показательный. Сецидис без пробуждений. Сам рук с артефактом. Тоже вот этот мифик на ускорение. 333 всего лишь крит урона. И 561 миллион. Очень-очень-очень неплохо. Хотя, конечно, не 2 миллиарда, да, разница большая очень. Но и цена совсем другая у команды. Сецидис 169 всего лишь, ну 170. 5300 атаки. Сакредея, чисто в атаку. Все в атаку. Здесь у нас Рейта, обычная Рейта. И Пардис. С ракушкой. Кот вот такой вот. Ну, неплохо на самом деле для команды разъедания. Но все равно 561 очень неплохо. Потому что увидим, да, здесь 567. И лучница плюс 2 вроде бы должна выдавать поинтереснее результат. Анализис. Донат на артефакт. Дианта. Тут у нас ничего особенного. Ацилия. Ладелия. А Ладелия здесь снова 1 000 000. Ну, то есть выше. Одеты примерно плюс-минус так же. Единственное, что здесь есть артефакт. Артефакт у ловкача, и вроде как должно было быть побольше. Твич здесь не плюс 5, хотя тут как бы с учетом наличия ее, ему уже плюс 5, наверное, особо-то и не нужен. Неплохой Агок и Латер. Латер тоже с такой же функцией. Ну, я думал, с ловкачом, с артефактом ловкача будет получше. Но как-то на том же самом месте, интересно. Виктор. И уже цифры поинтереснее. Здесь Фридгунда плюс 5. На 200 миллионов больше. Фридгунда плюс 5.
Сама билдель, по-моему, такая же, плюс-минус. А, нет, ну чуть получше, конечно. Фридгунда 175 крит шанс, ну понятно. 380 сопротивления тоже раздает. Ну, кстати, 520 он не собирал. Но здесь собрал чуть побольше. По 200, да. Этерил 271. Такой вот джин. Ну, все равно неплохо, 3 миллиарда, почему нет? Игрок номер 4, 2400. 800, артефакта нету. В принципе, лотера, кстати, нету. 800 миллионов, вполне себе неплохо. И на заливке, я так понимаю, здесь кто, Сакредея? Да, Сакредея здесь. Вся в атаку ушла. Лосения 600. Фридгунда плюс 2 с артефактом. И 600. Здесь, кстати, у нас Виньяра. А ну-ка, давайте-ка прощелкаем. Зорок. Никакой Этерил. Зорок весь в атаку. Слушайте, неплохо. 600 миллионов. И Виньяра щиты раздает. То есть он пошел через замедление, но я не совсем понимаю. Сундука даже нету. Интересненько. 600 миллионов. Интересненько. Джин. Аргандра ударил через неустрашимых. Здесь у нас Маштур. Глубинный дар плюс 3. 500 миллионов всего. Но здесь кукла плюс 4 и Кульвида без пробуждений. Наверное, неплохой результат. Хотя мне кажется, можно больше. Здесь все через сопротивление, я так понимаю. 158. А он что, раздает его? Нет, он его не раздает. Здесь у него мифик на ускорение. Маштур. Так. Я не знаю, кто здесь раздает сопротивление. Никто не раздает. Как-то он кому-то собрал, кому-то не собрал. Штраф к точности. Он же штраф к точности дает, да? Да, он же штраф к точности дает. Я уже забыл. Тогда понятно. Филта 513. Команда разгорения. 500. Немного на самом деле. Но она неплохо подходит. Там филта слишком далеко стоят друг от друга. Поэтому урон от Дурема не распространяется. Но все равно то, что 500 могут набить, уже неплохо. Хоть какая-то команда, да? Тем более, что горения собирали многие, так как они часто используются на боссах. Даже там, где не очень хорошие условия. Здесь, понятно, Скар, но я думаю, что здесь без Скара можно будет обойтись. Топ-5. 2400. Так, здесь у нас аура плюс 3, уже 756. Уже интересненько, да? То есть плюс 5 явно должно набивать гораздо больше миллиарда. Прощелкаем этот вариант. Я что-то чувствую, уже видео затягиваю. Ну, я сделаю короткую еще версию через шортс. Там просто покажу топы без разбора шмотов. Кому надо, потом зайдет, посмотрит, если его заинтересовало. Здесь у нас 800. И ловкач тоже без артефакта. Такое мы уже видели. Виктор 300 миллионов. Тоже глубинный дар без пробуждений. И кукла наша со своим артефактом Кульвида плюс 1 на разломе. 330 миллионов. Ну понятно. Такую схему мы уже видели. Здесь раздает сопротивление бип-бип. И джин без пробуждений. Филта. Фридгунда плюс 2. Билдель плюс 5. Маловато. Топ-6. 2 миллиарда. Здесь у нас кажется, что маловато. Учитывая, что там было почти 2 миллиарда. Здесь у нас Билдель плюс 1 340 миллионов может выдать. Фридгунда с артефактом. Хотел сказать без артефакта. И Виньяра, да, 340. Ну, неплохо. Виктор. Кукла без артефакта. Настенка без артефакта. Таривол без крит-шанса на раздачу атаки. Глубинный дар без пробуждений. Просто есть. Ускорение он не собирал. И Натаниэль. Натаниэль, кстати, сопротивление раздает. Вот в чем секрет. И джин. 325 миллионов Ладдели. Это у нас горение. Без Скара, кстати. Но тут и не 500 миллионов. Как-то разница очень большая. Возможно, что 5400, 270. Да вроде неплохо одет он. На самом деле очень неплохо одет. Артефакт даже у Пайкстона есть.
И он его причем в урон, я так понимаю, одел, да? Интересно, 437 просвещенности, 3700 атаки. Да, артефакт ему не помог, урона очень мало. И финья на посохе. Ладно, здесь смотреть нечего. Восьмое место. 643. Здесь у нас Лавкач без артефакта. Лотер, который у меня есть. Вот это уже интересно. Агок. Наша мадам змея. И Твич. Твич, причем, кстати, с ракушкой. Интересно, интересно. Вот это я буду повторять. 643. Неплохо. 668 Лотера, кстати, нету. И Лавкач без артефакта. Тоже неплохой вариант с Натаниэлем. Твич плюс 5 с часами. Оставлю, сохраню вот этот вариант. Он интересный. 241 Виктор с фрубатом. Фрубат здесь выполняет вот такую функцию. Не совсем понятную. Точность, значит, он штраф накладывает. Вот этот бонус активирует. Здесь точность тоже есть. Сопротивление разит. Ладно, не будем углубляться. 385 у нас здесь версия с Синареллом. Я же говорю, что они могут лучше. Артефакт он не покупал. И все здесь нормально. Ну, здесь, наверное, смотреть особо нечего. Мы, я думаю, справимся тоже. Ну и пролисталось здесь топ. Вплоть до 30-х мест. И ничего хорошего я здесь не увидел. Ничего интересного, ничего полезного. К сожалению, призыв мы не увидели. Скорее всего, потому что он довольно-таки плох. Что, в принципе, уже было понятно по тому, как играет новый герой вместе с призывом. На манекенах даже и то уже было видно, что разницы особо никакой нету, и артефакт Бернейт, он какой-то никакущий. Также сбор, он немножечко становится сильнее с новым эксклюзивным героем, но не настолько, чтобы прям необходимо было ее забирать. Единственное, что если у вас Хуберг не плюс 5, допустим, там плюс 1, да, либо вообще без пробуждений, то взять нового эксклюзивного героя было бы неплохо, потому что там прирост у вас будет прям заметный. Ну а дальше уже увидим, на третьей неделе уже всплывут самые слабые команды, да, на 5-й, на 6-й состав. Здесь мы уже увидим, надеюсь, варианты с призывом и сбором уже нормально собраны. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.